На первый взгляд все просто. Старая обивка, просевшее сиденье. Поменяли и готово. Но если бы все было так просто, этого фильма не было бы. Я вас приветствую на нашем канале, и сегодня в выпуске мы будем реставрировать с моей командой вот этот шикарный китайский диван. После разборки выяснилось, заниматься придется практически всем. Посмотрим, получится ли из этого снова сделать нормальный диван. Перед нами диван китайского производства, который уже хорошо поработал. Снаружи все понятно, а вот самое интересное пока внутри. Как думаете, что нас там ждет? Поролон? Пружины? Или очередное инженерное решение, после которого мастер просто молчит и смотрит вдаль? Чем глубже разбираем, тем интереснее. По внешнему виду мебели вообще сложно понять ее настоящее состояние. Иногда снимаешь ткань, внутри все прекрасно, а иногда снимаешь и сразу понимаешь, за что тебе сегодня будут платить. Я убрал все лишнее, добрался до каркаса. Чудо инженерии Китая меня просто повергло в шок. Теперь это все надо привести в порядок. Что я буду делать? Я поменяю брусочки, увеличу плоскость приклеивания поролона, поменяю натяжные ремни и смажу все механизмы. Только потом я буду клеить поролон. Добрались до основы. Здесь неожиданно хорошие новости. Металлический каркас жив. Значит, пациент скорее жив, чем мертв. Диван имеет смысл восстанавливать. Основу можно вернуть в правильную геометрию, а все остальное построить заново. Теперь начинается работа, которую после сборки никто не увидит. Но именно она определяет, сколько диван проживет дальше. Ткань можно заменить, поролон тоже. А плохое основание красивой тканью не вылечишь. Можно только красиво спрятать диагноз, но нам такой ремонт не подходит. Поэтому начинаем с основания. Здесь главное геометрия. Каждый следующий слой повторит все, что находится под ним, а знаменитая «да ладно» поролоном выровняем работает примерно до момента, когда натягивается ткань. Потом начинается расследование. Кто это сделал?
Каркас постепенно снова превращается в диван, хотя выглядит сейчас, честно говоря, хуже, чем когда приехал. Но в реставрации это нормально. Иногда вещь сначала приходится окончательно разобрать, чтобы потом нормально собрать. Теперь закладываем будущий комфорт. После сборки хозяин ничего не увидит, он просто сядет, и сразу станет понятно, хорошо мы сделали диван или просто хорошо сняли ролик. Отступать уже поздно. Таким образом я подготовил каркас к дальнейшей работе. Пройдемся немного по списку, что я сделал. Первое. Я поменял родные оригинальные китайские брусочки на неоригинальные, свои дубликаты, но которые по качеству гораздо лучше, чем родные. Второе. Я увеличил площадь приклеивания наполнителя к каркасу. Добился этого за счет термобойлов. Там, где я мог его прибить скобой и приклеить, я это сделал. А там, где я скобой прибить не смог, я просто проклепал. Теперь можно наклеивать наполнитель. Но с ним тоже не все так просто. Сейчас я вам покажу, в чем здесь загвоздка. Загвоздка заключается в том, что первый лист, который должен наклеиваться, должен быть цельным. Здесь, в оригинале, это была склейка, которая потом разошлась по склеиваемому шву. Также необходимо сделать прорези, которых в оригинале нет, просто задавлено. Эти прорези дают возможность дивану легче собираться и разбираться. Теперь грунтуем поверхность, а потом приклеиваем новый поролон. Thunder calling down my name. Why don't you hear me wonder? Ooh, ooh. Shining just like sin. С прочностью разобрались. Теперь создаем форму. Хороший поролон не спасет плохое основание. И наоборот, крепкий каркас без нормального наполнения не даст комфорта. Здесь все должно работать вместе. Поролон вообще выглядит очень просто. Вырезал, приклеил, готово. Примерно как ремонт автомобиля со стороны. Открутил, прикрутил. Почему счет такой большой? Но каждый слой здесь должен работать вместе с предыдущим. Оставим здесь неровность, следующий слой ее повторит, а ткань потом все покажет. Поэтому сейчас создается будущая форма дивана, хотя пока он больше напоминает очень дорогой школьный проект по труду. Stop your freight train. Let a lost man ride. Why don't you hear me wonder? Ooh. Особое внимание к краям и углам. Слишком мягко потеряет форму, слишком жестко комфорт. Нужен баланс. Coming back no more. Why don't you hear me wonder? Кстати, какой диван предпочитаете вы?
Мягкие, чтобы провалиться и пропасть, или упругие, чтобы потом еще суметь встать? Since I've been gone so long, freedom calling. Вот почему ремонт мягкой мебели – это не просто поменять ткань. Большая часть работы навсегда спрячется внутри, никто ее больше не увидит, но именно так и должен быть сделан хороший диван. Форма наконец читается, и скоро станет понятно, насколько хорошо мы все рассчитали. Поролон еще способен простить небольшую ошибку. Ткань – нет. Она подчеркнет каждую неровность. Перед обивкой выравниваем переходы, края и углы. Ткань ничего не исправит, она только подчеркнет то, что находится под ней. Основание готово. Форма готова. Пора сделать так, чтобы родственники снова начали узнавать в этом диван. А теперь большой кусок ткани должен превратиться в полноценный чехол. У каждой детали здесь свое место. Ошибка на раскрое может проявиться только во время сборки, поэтому сейчас работают точность и расчет. Размечаем и раскраиваем. Размеры, припуски, швы, натяжения – все нужно учесть заранее, потому что правило «7 раз отмерь» придумал, скорее всего, человек, который однажды уже отрезал не там, а ткань после слова «ой» обратно обычно не срастается. Теперь отдельные детали превращаются в чехол. Все размеры, которые до этого существовали сами по себе, должны наконец встретиться, и обязательно в правильных местах. Пошив – это уже экзамен. Если где-то ошиблись с размерами или геометрией, скоро узнаем. Причем ткань сообщит об ошибке. Быстро, точно и без всякой дипломатии. Постепенно появляется объем. Еще недавно это был обычный рулон ткани. Теперь уже видно будущую обивку. А какой цвет выбрали бы вы? Оставили красный, сделали серый или выбрали что-нибудь смелое?
Последние швы. Постепенно отдельные детали становятся одним чехлом. Здесь уже нельзя исправить форму на глаз. Размеры, углы и швы должны совпасть. Когда швейная машина остановится, начнется экзамен для всей предыдущей работы. Чехол готов. Надеваем обивку. И сейчас становится понятно, правильно ли мы сделали все до этого. Ткань должна лечь ровно, без складок и перекосов. И вроде все на месте, можно выдыхать, но пока тихо. И вот что интересно, вся сложная работа постепенно исчезает. Каркаса не видно, поролона не видно, швов почти не видно. Остается просто диван. Хорошая реставрация не должна кричать: «Смотрите, сколько мы здесь мучились». Она должна выглядеть так, будто все именно таким и было задумано. И это лучший комплимент к работе мастера. Подведем итог о проделанной работе. Что у нас есть? Куча старого поролона, куча старой ткани, куча каких-то подозрительных палочек и изделие, которое прошло глубокую реставрацию. А теперь вспомните начало. Старый красный диван, изношенное сиденье, полная разборка, голый металлический каркас. А теперь перед нами снова нормальный диван. И главное, теперь вы знаете, сколько работы спрятано внутри того, что снаружи выглядит так просто. И последнее. Вы бы восстановили такой диван или купили новый? Напишите в комментариях, посмотрим, кто победит, реставраторы или магазин новой мебели. А если любите смотреть, как вещи получают второй шанс, подписывайтесь на Лемур Студио. Следующий пациент уже где-то скрипит.